Павел! Павел! Павел, постой! Климов, ну понимаешь, выслушай. Уйди. Вот так вот ни за что, ни про что ударил человека, офицера, своего, можно сказать, товарища. Он знает за что. Ах, он знает. Товарищ Звягин, в последний раз спрашиваю, что у вас все-таки произошло? Поспорили крупно. Павел, то есть старший лейтенант Климов, вспылил и ушел. Я за ним. Ну и тут. Оставьте фуражку в покое. Положите на стол. Ну-ну. Он же только из похода вернулся. Товарищ подполковник. Нервы еще не отошли. И на том спасибо. Вы хотите сказать... Мне больше нечего сказать. Ни подтверждать, ни отрицать ничего не буду. Поймите, Павел Сергеевич, мы хотим помочь вам выпутаться из этой истории. Ну, скажите откровенно. В поселке, поговаривают... Сплетнями не интересуюсь. Я морской офицер, а не базарная баба. Правильно. Офицер. А драку у всех на виду затеял, как пьяный бузатер. Так? Она во всем виновата. Кто? Водка. Выпил я стакан или два, не помню. Час от часу не легче. Но учтите, это не смягчает вашей вины. За такие дела вообще с флота могут списать. Ну так что, молчать будем? Ну, как хотите. Вопросы есть? Как мой рапорт? Рапорту о переводе на другой флот будет дан ход. После суда чести. Вот так, товарищ старший лейтенант. Впервые, товарищ лейтенант? Угу. Понятно. Богатая растительность. Поначалу эти места многим настроение портят. А потом ничего, привыкают люди. Вот взять меня. В отпуск летел, как на крыльях.
В Сибири-то у нас места ого-го. Что тебе охота, что рыбалка. А побыл чуток, назад потянуло. Поселок-то у вас большой? Бывает побольше. Вон впереди, видите рощу? В прошлом году летом поехали на газоне за грибами. 2 метра отъехали в сторону, и стоп машина. Забуксовал грузовик. Думали, колес не унесем. Белые медведи из высоких широт с медвежатами. Да нет, подосиновик. Во, головки. И ни одного червивого, хоть косой коси. Сам бы не видел, не поверил бы. А вот и поселок наш. Прибыли, товарищ лейтенант. Прибыли? Догадываюсь. А вы сходить будете? А в чем дело? Чемодан можно взять? Простите, я не знала, что это ваше. Давайте, помогу. Не встретили? Оркестранты простудились. А без них папа не решается. Не солидно говорит, невыразительно. А может, А вас я, кстати, не держу. Вольно или как там у вас? есть? Ирочка, Галина здравствуй. Георгиевна, здравствуйте. Садись. Здравствуйте. Вам куда, товарищ лейтенант? Как в штаб попасть? А вот, автобусом через городок. Можно первым, пятым. Нет, пятым лучше не ехать, лучше все-таки первым. А покороче? Короче, а вот, тропинкой наверх. Спасибо, Мичман. Счастливо? Счастливо. Прошу разрешения. Что-нибудь срочное? Да. Ну, извини, ко мне пришли. Ладно, не скучай. Слушаю. Вот, посмотрите, старший лейтенант Климов, вернее, бывший старший лейтенант. Климов Павел Сергеевич, 55-го года рождения, русский, женат. Понижен в звании за драку. В нетрезвом состоянии. Назначен к нам переводом. Так. Этого нам только еще не хватало. Куда направили? На тренажер в учебный центр. Резонно. А я зачем понадобился? А ему, видите ли, эта должность не подходит. О, Требует на лодку его направить. Примак. Добро, действуй. Где он сейчас? Ждет в приемной. Лейтенанта Климова ко мне. Есть. Ну, требовать, положим, будем мы с него, если он не воздержан по этой части. А чуть что, принимайте самые строгие меры. Есть. Товарищ капитан первого ранга, лейтенант Климов по вашему приказанию прибыл. Мне доложили, что вы не согласны с назначением. Так точно. У меня диплом штурмана, я был командиром боевой части. С вашим личным делом я ознакомился, лейтенант. Скажу честно, знакомство не из приятных. Слушаю. Товарищ начальник штаба, 42-я швартовалась у 3-го причала. Пусть начинают погрузку. Есть. Биографию себе вы подпортили сами. Не забывайте об этом. Короче так. Пусть принимает тренажер и начинает работать. Есть. Будут замечания? Докладывайте мне. Все. Идите, Климов. Есть. А чем плохо на берегу? Я здесь 3-й год уже и доволен. Отработал свое время и домой. Хочешь, смотри телевизор. Хочешь, с женой в кино пойди. Или что там куда. Служба идет. Да, здесь уютно, вы правы. И кипяченым молоком пахнет.
краской из коридора. Проверьте вот эти контакты. Мгм. Скучаем, Павел Сергеевич? Да. В городок сегодня не собираетесь? Говорят, картины интересные. Может, компанию составите? Пожалуй. Товарищ лейтенант, вам телеграмма. Решите идти? Идите. Есть. Простите, это вам. Жена приезжает. Сегодня. Что же делать? Значит так, осталось 3 часа. В гостинице места наверняка есть. Забронируйте номер, успеете встретить катер. Спасибо, товарищ лейтенант. Огромное вам спасибо. Надо же, решилась. До завтра. На вторую дорожку перейди. Климов! Здравия желаю. Здравствуй. Когда подключаете новую схему? По графику завтра в 13:00. Испытывали. Так точно, монтаж закончили на прошлой неделе. Молодцы, порадовали. А у меня для вас, Климов, тоже неплохая новость есть. Что, на лодку? Не, устраивайтесь на суше, капитально. В общем, зайдите в АМИС, у них там комната освободилась. Нам отдают. Оформляйтесь, вызывайте жену. И с новосельем. Вот так. Входите, не заперто. А что происходит? У нас пробки перегорели. А, Возьмите там слева стремянку, счетчик за дверью. Запасные пробки там же на полке. Ну что? очень сложная операция. Ой, я думала, вы электромонтер, А я просто умелец. А вы, собственно, к кому? А я, собственно, к себе. Как к себе? Матрос Ивахненко прибыл для починки. Спасибо, уже починили, так что... Опоздал, матрос. Разрешите идти? Вон к девушке обращайтесь, она вас вызывала. Разрешите идти? Да, конечно. Есть. И все же, что вам здесь нужно? Поселиться. Я ордер получил. Улица Головко, дом 17, квартира 3. Так что мы теперь с вами соседи, давайте знакомиться. Что, мне к вам подняться или вы сами спуститесь? Снизойду. Климов Павел Сергеевич. Ирина Червоненко Николаевна. Удивляешь ты меня, Ирина Николаевна. Взрослая уже девушка, а пробку сама заменить не можешь. А физику, между прочим, в школе изучаешь. А школу, между прочим, я уже закончила. Тогда позволь дать тебе совет. Выходи, между прочим, замуж. За кого? Я не знаю, можно за Рыбака. или за монтера. Угу. Или за адмирала, между прочим. Спасибо за совет. Но за адмирала я не пойду. Хватит с меня отца моряка. Весьма зрелое решение.
20 век акселератов. До чего же нынешние дети рано взрослеют. Между прочим, не тебя ли я усаживал в машину месяца 3 назад? Не исключено. Вот ваша комната. И если у вас еще будут вопросы, то покороче и на «вы», если можете. Могу. Как всегда, не заперто. Мам, это Климов Павел Сергеевич. Он будет теперь... Знаю, наш новый сосед. Мне в Амисе сказали. Здравствуйте. Здравствуйте. А я Червоненко Вера Ивановна. Очень приятно. Располагайтесь, и скоро будем пить чай. Спасибо. Первого ранга. Подводная лодка прибыла из похода. Молодцом. Удачно сработал. Адмирал Никонов уж на что своих противолодочников высоко ставит, а прислал нашему адмиралу радио. Поздравляю, блестящим командиром. Это ты, значит, блестящий. Да что уж там, как ни крутился, все равно они меня схватили. Нашла коса на камень? Ну? Противолодочники, они ведь тоже не лыком шиты. Это верно. А ты свою задачу выполнил. Ну, спасибо на добром слове, Игорь Петрович. С Артемиевым, надеюсь, обойдется? Теперь все в порядке. Полсуток бредил. Дотерпелся до перитонита, но это по молодости. Прошу объявить моему доктору благодарность за то, что провел сложную хирургическую операцию в боевых условиях. Договорились. Теперь так. Завтрак, баня готовы. Пусть Старпом все приводит в исходное положение, экипажу отдыхать. Ну а вы, Евгений Васильевич, ко мне с документами. Ну, один Артемий. Оклемается. Счастье его, что молод. Жене дала знать. Да, но уже вылетела. Завтра будет здесь. Ну, как вы тут без меня? Как всегда. Нормально. Здравствуй, Колька. Ну, ты даешь. Люди же смотрят. Что? Доброе утро, Вера Ивановна. Доброе утро. Вот своего морехода встретила. Коля, это наш новый сосед, Павел Сергеевич. С возвращением, Николай Максимович. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Вечером увидимся. Иришка дома ждет? Конечно. Прилетела на прошлой неделе. Сессию сдала. Троек нахватало? Всего 2. Тундра. Мам, а тебе Климов нравится? По-моему, хороший человек. А тебе что, не нравится? Нет, почему же? Иди режь пирог. Не получается у меня с назначением на лодку, Николай Максимович. Ну-ка, нажмите. Есть. А, нормально. Ума не приложу, что делать. Понимаю, Павел Сергеевич. Я ведь постоянный житель прочного корпуса, потомственный. У меня еще дед на подлодке ходил, потом отец. Въедливая штука – это наследственность. Я в «Науке и жизни» про Черчилля читал. Так у него мизинец был кривой, точь-в-точь, как у прадеда. Ну, кто так режет пирог? Ничего, ничего, вот завтра уеду, не на кого будет кричать. Пирог пожалела, а дочь свою не жалко. Иришка, ты что? Так, жалко оставлять вас всех. Ну? Вот. Ты у меня умница. Ты у нас морячка. Давай успокоимся и позовем всех к столу. Идея, Павел Сергеевич. А что, если вам с нашим командиром поговорить? У нас командир рулевой группы, лейтенант Артемьев, в госпитале. Мне бы хоть на один выход. Правда, Степанов мужик крутой. Ну что, не согласится? Шут его знает. В общем-то, он Артемьева любит. Если что,
Временно. Команде руки мыть. Торжественный ужин по случаю отъезда Ирины Червоненко в Ленинград готов. А я тут Астахова встретил. Служит у нас. Толю? Да. Кудряшов! Слушай, товарищ лейтенант. Как там у тебя? Да вы напрасно волнуетесь, товарищ лейтенант. Вся аппаратура работает как часы. Фирма гарантирует. Ну, смотри. Есть. Слушай, Паш, хочешь нас поработать за командира группы? Конечно. А как? Пошли. Ну вот он, проходит створ. Товарищ командир. Да. Вот однокашника встретил. Разрешите ему поработать за командира группы? А вы кто, товарищ однокашник? Начальник тренажера лейтенант Климов. Ну, а вообще-то я штурман. Ну ладно, давайте работайте. Беллинг на цель 7 градусов. Есть. Курс цели 130. Добро. Товарищ командующий, экипаж капитана второго ранга Степанова выполняет боевое упражнение на тренажере. Ну и как? 2 задачи выполнили успешно. Сейчас отрабатывают атаку отряда боевых кораблей. Так. Даю вводную. Цель маневрирует, курс 200. Есть курс 200. Ну, посмотрим, как будет выкручиваться наш блестящий командир. Беллинг 23 градуса. Курс цели 170. Дистанцию надо считать меньше. Я знаю, что делаю. Курс цели 170. Поворот цели, курс 170. Установить курс 170. Есть, установлен курс 170. Боцман, лево на борт. Курс 300. Есть, слева на борт. На курс 300. Руль лево на борту. Старпом, установить угол растворения 1,5 градуса. Есть 1,5 градуса. Ах, не успеет занять позицию. Цель прямо по курсу. Беллинг 107. Носовые торпедные аппараты, товсь! Есть, товарищ! Аппараты! Пли! Да, результат, повторяю, плачевный. И виновных нет. Сам командир промазал. Поторопился, товарищ контр-адмирал. Но в чем все-таки была ошибка? Как вы думаете? Думаю, что мы ошиблись в дистанции. Так. Поздно обнаружили поворот цели. Правильно. А почему вовремя не доложили командиру БЧ? Лейтенант доложил мне, а я... Лейтенант Климов первый раз работает с нами. И штурман, естественно, не вполне уверен днем. А в себе он уверен? Ваш штурман. Короче, так. Начальник штаба. В ближайшее время я сам проведу занятия. Все. Товарищи офицеры! Послезавтра в Москву. К Наташкиным родителям. Вместе с пацанами. И там у бабушки оставите обоих. Точно. Хорошая у вас теща. Теща хорошая. Это точно. Между прочим, сама настояла. Засыпала телеграммами. Ну, а мы с Наташкой на Кавказ. Товарищ лейтенант, можно вас на минуту? Андрей Николаевич, между прочим, как вам нравится этот лейтенант с тренажера? В угол. Штурман, по-моему, толковый. Товарищ капитан второго ранга, начальник патруля, лейтенант Климов. Ну что, лейтенант, к нам на лодку хотите? Если прикажут, пойду, а так...
Поясните. Я, товарищ капитан второго ранга, привык, чтобы мне доверяли. А если командир не совсем уверен в своем штурмане, то... А вы, оказывается, обидчивы, лейтенант. А зря. Я ведь действительно вас не знаю. А должен знать. Должен знать, что вы за человек, на что способны. В море это проверять некогда. Там я одно должен помнить. Могу или не могу на вас положиться. Можете. Я уже не раз в море ходил самостоятельно, штурманом. А почему вы ушли с корабля? Получил взыскание за драку. Понизили в звании. Попросил перевода суда, а тут вакансии не оказалось для меня. Вы что, Климов, пьете, что ли? Никак нет, товарищ капитан второго ранга. Не пью и никогда не пил. Я боксом занимаюсь, у меня первый разряд. Ах, значит, приложили крепко. Как вышло? Я абсолютно трезвый. Значит, полагаю, причина была весьма веской? Причина была. Только разрешите не объяснять. К службе это отношение не имеет. Вообще сам виноват. Ермолинский! Есть! Слушаю, товарищ командир. Берегова ко мне. Есть! А командиром рулевой группы согласны? Только без комментариев. Да или нет? Согласен. Слушаю, товарищ командир. Ну как, штурман? Трудно без командира группы обходиться? Ну, как сказать. Здорово. Пока нормально обходимся. Думаю, до прихода Артемия перебьемся. А зачем же перебиваться? Вот однокашник ваш к нам просится. Я не просился, товарищ капитан второго ранга. Так. Можете идти, Сергей Владимирович, вы мне больше не нужны. Есть. Решите идти? Ну что ж, идите, Климов. Крут характером. Да, похоже, устал парень возле флота маячить. Похоже. Может сорваться? Не похоже. Не похоже. Ну что, замполит, давайте-ка посмотрим его личное дело. Добро. Прошу разрешения, товарищ командующий. Что у вас, Игорь Петрович? Да вот завод опять в водную подкинул. То у них места в доке не допросишься, а тут на тебе. Поднатужились, план выполнили, теперь подаваем корабль. Досрочно. Они хотят его, видите ли, сверхплана отремонтировать. Степанова и Забелина ко мне срочно. Есть. Простите, Игорь Петрович, продолжайте. Я им объяснял, что поставить внеплановую лодку в док, это не тапочки в мастерскую отнести. Мы с вами, Игорь Петрович, заинтересованы в этом ремонте больше, чем завод. Будем возвращать Ермакова. Товарищ контр-адмирал, мы ведь им на этот поход еще 2 задачи планировали. С противолодочными кораблями. Теперь им придется весь план менять? Не придется. Мы заменим лодку Ермакова лодкой Степанова. Интересно, какой сюрприз нас ожидает? Угу. Когда хотят вручить путевку на курорт, срочно не вызывает Андрей Николаевич. Васько! Я. Доложить глубину. Глубина 1000 метров. Да ты что? Виноват, глубина 100 метров. Всплывать на 50 метров. Есть всплывать на 50 метров. Товарищ лейтенант. Отставить. Перекур, ребята. Интересная работа, Евгений Васильевич. А вернетесь сразу в отпуск. А когда выход, товарищ командующий? Не скоро. Дней через 5. Готовьтесь спокойно и полный вперед. Вопросы, просьбы? Товарищ контр-адмирал, у меня нет командира рулевой группы. Подберем. Игорь Петрович. Слушаю. Позаботьтесь, чтобы завтра к вечеру у них был полный комплект. Да, но у меня сейчас... Вы снимите с любой лодки. Есть. А зачем же откладывать, товарищ контр-адмирал? Давайте сейчас и решим. Я прошу назначить ко мне командиром рулевой группы лейтенанта Климова. Но он же у меня начальник тренажера. Вы думаете, о чем вы говорите, Евгений Васильевич? Человек недавно получил строгое взыскание. Взвинчен до сих пор.
А если он и там какой-нибудь фортель выкинет? Зачем рисковать? А если война? Мы тоже будем выбирать. Этому разрешить защищать родину, а тому нет, только потому, что он когда-то неправильно перешел улицу. Фортель он скорее здесь на берегу выкинет. Я согласен с командиром. Хотя доля риска есть, конечно. Ясно. Будем думать о штурмане. Климов или кто другой. Но завтра к вечеру на лодке будет командир группы. Все. Отбой боевой тревоги! Товарищ командир, боезапас погружен. Добро, молодцы. Ну как, осваиваетесь, Климов? Так точно. Тогда порядок. Так, давай макароны, теперь давай консервы неси. Считай, сколько здесь. Громов! Я! Товарищ капитан третьего ранга матрос Громов по вашему Отнесите в приказанию лодку. прибыл. Есть. Ух ты, новый инструментик. Отставить самодеятельность! Виноват, товарищ капитан третьего ранга. Знаете, вы живете по принципу. Вас толкнули, вы упали. Вас подняли, вы пошли. Ну вот уж. Мы так и до вечера не управимся. Штурман! Карты откорректированы. Не успели, товарищ командир? Товарищ командир, карты откорректированы, предварительная прокладка произведена. Так, Климов, с вами не соскучишься. А почему? Позвольте спросить, об этом не знает командир боевой части. Не успели доложить? Виноват, товарищ командир. Только ночью закончил, а с утра приборами занимался. Надеюсь, лейтенант, вас службе больше учить не придется? Начальник штаба. Слушай, Сергей, мне нужно заскочить в мастерские. Зачем? Договорился с ребятами, обещали сработать устройство для сигнальщиков. Ну, договорился, иди. Я быстро. Только потом командиру не забудь доложить. Пусть знает, что ты еще и рационализатор. Чудак ты, Сережа. А рубашку теплую надел? Надел. И запомни в последний раз. Так мы не договаривались. Это поход не плановый, он не в счет. Тебе бы внуков нянчить, а не таскаться по морям с мальчишками наравне. Отказывайся, что ли? Будут внуки, буду нянчить. Опять вы меня одну бросили. Не успеешь оглянуться, как Ирина примчится. А там и я заявлюсь. Морячка, тебе ли привыкать? Как это, Коля, у вас все просто у мужиков? Ну, пора. Сели? И помолчали. Глубина 120. Держать глубину 120. Есть держать глубину 120. Прошли 4000 миль. Слушаю, товарищ командир. Добро. Так, Старпом, управляй кораблем. Я пройдусь по отсекам. Есть. Ну все. Так. С этим все ясно. Может, еще вопросы будут? Слушай, старик, за что ты драного взыскания объявил? Да сочковал. Я его еще к субботе заставил откорректировать лоции, а он еле к понедельнику досужился. Артист.
Он не виноват, Сереж. Я приказал ему выверить секстаны, а это нужно было сделать срочно. Тебе бы разобраться сначала. Позволь мне самому решать, кто прав и кто виноват, а все мои приказания заставлю выполнять точно и в срок. Да брось ты, старик. И мне не нравится это твое «старик». Что? Мы ж не курсанты. Виноват, товарищ старший лейтенант. Постараюсь исправиться. Есть второй. Таким образом, Громов, мы добиваемся более экономичного расхода топлива. Встать! Смирно! Товарищ командир, в команде мотористов занятия по специальности. Вольно, продолжайте. Вольно! Смирно! Ну, Пантя, силен. За 2 месяца похода такую бороду отрастил. Кого-то ты мне напоминаешь. Адмирал Макаров, товарищ командир. А не боишься, что жена выгонит? Да нет, выгонит, другую найдем. Девчонки сейчас бородатых любят. А сколько потребуется времени, чтобы сбрить это великолепие? Минут 15, товарищ командир. Даю тебе полчаса. Есть. Радируйте Степанову начать переход в квадрат 45 А3. Для атаки отряда боевых кораблей условного противника. Есть. Центральный, слева 10 шум винтов. Лево руля! Всплывать на перископную глубину. Курс 350. Есть лево руля, курс 350. Акустиком классифицировать цель. Акустиком Боевая тревога. Есть всплывать на перископную глубину. Вот они, голубчики. Значит, цель близко. Отлично. А вот и корабль-мишень. Боцман, ныряй на глубину 60 метров. Торпедная атака. Торпедные аппараты номер 3, номер 4 приготовить к выстрелу. Торпедные аппараты номер 3-4. Акустики пеленг. 3-й, 4-й торпедоаппараты к выстрелу приготовить. Есть 3-4 торпедный аппарат к выстрелу приготовить. Торпедные аппараты номер 3, номер 4. Тось! Тось выполнена. Цель прямо по курсу. Добро. Аппараты. Ли! Курс отхода 137 градусов. Отставить. Так держать. Есть так держать. Цель поражена. Шум винтов кораблей охранения нарастает. Сейчас начнется. Боцман, ныряй на глубину 120 метров. Есть на глубину 120. 3 мотора полный вперед. Есть 3 мотора полный вперед. Таким образом, лодка капитана 2-го ранга Степанова успешно атаковала главную цель и сумела уклониться от преследования кораблей охранения. Ас. Добро. Дальше. Лодка капитана 2-го ранга Шишова вышла в заданный район.
Точь 0! Есть точь 0. 45 градусов 36 минут. Есть 45 градусов 36 минут. Лейтенант Климов, прошу решение наверх. Добро, разрешаю. Все, Дранов, можете идти. Есть. Надежно взял? Порядок. А то, может, я качну для верности. Слушай, Паша, шел бы ты к доктору в шахматы поиграл. Что ты суетишься все? Одну благодарность уже получил. Слушай, Бирюков, не тот у нас с тобой дуэт получается. Если ты думаешь, что я грехи замаливаю или под тебя рою, ты отдохни от этой мысли, ясно? Я работать пришел, как умею, а умею я пока лучше твоего. Хочешь, могу поучить. Нет, так проживем. Только зря ты... Молодец, хорошо. Далеко пойдешь. Старший лейтенант Бирюков спустился вниз. Много себе позволяете, лейтенант. С командиром боевой части на «ты», и тон такой. Словно здесь не боевой корабль, а шаланда. Я же по делу. Вы сами были командиром боевой части. А в том, что с вами произошло, Бирюков не виноват. Товарищ капитан-лейтенант. Идите отдыхать. Есть. Пятый отсек, доложите обстановку. Центральный поступает вода вправо, ну как вы, ну левого. Пятый, я не понял. У левого дизеля мы заделаем пробоину, накладываем пластырь. Просто вода не знаю, центральный. Где Вакулин? Что можем. Я здесь! Аварийные инструменты у нас здесь. Клапан закусила, будь он не ладен. Ну что ж делать-то? Как ты... Центральный. Докладывает 5-й. Приняты меры для ликвидации пробоины. Наложен пластырь, пробоина заделана. Добро, уложились 4 минуты. Давай отбой. Отбой! Отбой учебно-аварийной тревоги. Внимание в отсеках. Только что я принял невнятный доклад из 5-го отсека от мичмана Вакулина. И таких докладов в последнее время я принял немало. Впредь требую, чтобы каждый доклад был четким и внятным. В бою повторять будет некогда. За каждый доклад с пальцем во рту буду наказывать. Понятно, Вакулин? Строжайшим образом. Все, готовность номер 2. Правильно. Характер у него не сахар. Но моряк он настоящий. И у меня характер. Не забывайте, Сергей Владимирович, что он ведь тоже был командиром боевой части. И опыт у него, безусловно, немалый. А поговорить я решил с вами вот о чем. Только постарайтесь понять меня спокойно, без амбиций. Помогите Климову не терять веры в себя. Посоветуйтесь при случае, что ли. Поговорить лишний раз не мешает. Просто по-товарищески. По-товарищески уже трудно. А вы постарайтесь. Так, сеанс связи уже разобрали. Ваш адрес ничего не поступило. Прошу разрешения. Спасибо. Понял, Андрей Николаевич. Угу. Разрешите идти, товарищ командир? Пожалуйста. Не расстраивайся, Саша. Ну, погорячился командир. Всякое бывает. Помнишь в прошлом походе? А чем расстроен штурм? С Климовым у них не налаживается. Жаловаться приходил? Да нет. Сам пригласил. Дело-то такое. Устали люди, Андрей Николаевич. Задачу выполнили, дом близко, вот и расслабились. Вот даже такой, как
Докладывал не он, а матрос Коляскин. Мичман в это время в трюме был. Там сливной клапан барахлил. А его, пожилого человека, как мальчишку. Да еще перед всем экипажем. Товарищ командир, прошу решение к столу. Пожалуйста, Павел Сергеевич. Пожалуйста. Спасибо. А вы, Климов, тоже считаете, что я напрасно обидел Бакулина? Считаю. Так. Внимание в отсеках. Говорит командир. Сегодня при разборе учебной аварийной тревоги я нечаянно обидел мичмана Бакулина. Вы меня слышите, Александр Михайлович? Слышу, товарищ командир. Вот. Александр Михайлович, прошу меня извинить. И как командир прошу, и как товарищ по службе. У меня все. Паша! Климов! Астахов! Старый черт! Здорово! Здорово! Ты как здесь? В командировке. Слушай, старик, ну что же я тебя до сих пор-то не встретил? Да мы вчера из похода вернулись. А, ясно. Как служба? Ничего, нормально. Хожу командиром БЧ на томоходе. Кстати, давай к нам. Тебе давно уже пора в Старлеях ходить. А? Да я ходил. Давно. Это я в лейтенантах недавно. Как-нибудь потом расскажу. Ты вечером свободен? Свободен. 19:00 в кафе «Бригантина». Добро? Добро. Там и поговорим. Счастливо, старик. До вечера. Неужели ему вечером нельзя отдохнуть? Ему нельзя. А другим можно? Другим? Не лезь ли в свои дела? Поехали. Мы определили вас на отличный корабль. Временно пока. Но ведете вы себя в этой ситуации, Климов, не совсем подобающе. Не понял, товарищ капитан первого ранга. Например, вчера в кафе были. Был, ну и что? А то, что они кефир пили. А я не люблю кефир. А вам, в вашем положении, Климов, надо быть осмотрительным и очень. Так недолго и по наклонной скатиться. К исходным, так сказать, позициям. Вы меня извините, но если здоровому человеку повторять постоянно, что он болен, так он и умереть может. Не зарывайтесь, Климов. Запомните, у меня на берегу вакансий хватает. Между прочим, товарищ капитан первого ранга, на берегу люди тоже неплохо устраиваются. Конечно. А если у меня на службе телефончик имеется, когда мой идти трубочку снял и жене. Так и так, дорогая, буду минут через 15. А потом не спеша, пешочком. Глядишь, и мацион для здоровья, и к приходу дома полный ажур. Все. Иди-ка вон, Климов. Есть. Мальчишка. Павел Сергеевич. Ну, лихач. Такие обороты развил, что и корпус кому-нибудь попортить можете. Здравия желаю. Что случилось? Побеседовали с начальником штаба. Договорились вместе кефир пить вечерами. Вот что, Климов. Немедленно отправляйтесь домой. Никуда не уходите. Ждите моего звонка, понятно? Решите идти? Идите. Есть. Узеньким и зыбким, навстречу синим мартовским снегам, шагнем по сходням, узеньким и зыбким. Нет, я уже говорила, я смотрела это в Ленинграде. Картина скучная, да. Угу. Привет. Привет. Нет, нет,
Не надо, не звоните больше. До свидания. Над рекой широкой, ну приходи скорей, дружок. Ну чё ты, правда, ну, посидим, покаем. Да. Грандиозный успех. 6 приглашений в кино и 4 в клуб. Ну и что? Ничего, так просто. А вы в утюгах разбираетесь? В каких утюгах? В обыкновенных за 5,70. А что с ним такое? Просто не включается и все. Придется вскрывать. Вы в своем хозяйстве отвертку найдете? Как прикажете. Ешьте. Ого. Это откуда? С Кубы. Вы ешьте. Я когда волнуюсь, много ем. Аппетит разыгрывается на нервной почве. А я нисколько не волнуюсь. Что, я не вижу, что ли? Отец бывал тоже. Чуть что, раз дверью и по комнате мечется. А сейчас ничего. Взял себя в руки. Возмужал, наверное. Вы ешьте, ешьте. Витамин все-таки. Я вашей жене решила написать письмо. Открытое. Во Флотской газете. Могла бы хоть на неделю вырваться. Вас без присмотра нельзя оставлять. А вы ее любите и ревнуете, да? Я не терплю дурацких шуток и невоспитанных девчонок. Ненавижу апельсины и утюги. Где отвертка? Кто вам позволил кричать на меня? Возьмите вашу отвертку. Вот так, так. Ой, мама! Возьмите ваш дурацкий утюг! Спиртом надо сейчас принести. Да, убедили, Забелин. Так вывел лодку, комар носа не подточит. Степанов этот руками развел. И впрямь ас. Вот. Только в личной жизни. Степанов ас, Климов ас. Ну не экипаж, а одни асы. Как вы думаете, где он больше пользы принесет, на лодке или у вас на тренажере? А с женой-то он что, развелся? Формально нет, а так, не знаю. Да, дела. Тот он мне про телефончик намекал. А я его чуть обратно на тренажер не отправил. Ладно, так и решим, а там видно будет. Все. Щекотно. Только, пожалуйста, не надо реветь. Буду реветь. Взрослый человек, что хочу, то и делаю. Женой своей командуйте, Люсей. Войдите. Вот. Зашел посмотреть, как нынче лейтенанты живут. Алло? Нет, я же вам сказала, я никуда не пойду. И вообще, меня нет дома. От чего соседка заревная? Не знаю. Впрочем, я ее обидел, кажется. Нечаянно. Вот это зря. Для наружного употребления. Горячий утюг фотанул. Ну что ж, Павел Сергеевич, возьмите бумагу, ручку. Взял. И пишите рапорт. Как говорят на гражданке, по собственному желанию. Естественно. Угу. В отпуск пойдешь. Я? Хороши. Что, отец, готовишься? Не то, что некоторые штатские.
Ох уж эти ветераны. Каждый бы день рады встречаться. Алуша, чайку выпьешь? С удовольствием. А тебе что же, и пойти некуда? М? Так весь отпуск дома и просидишь? На. Находился я там. Да и по вам соскучился. А я недавно Люсю встретила. Да? Ну и что? Замуж не собирается? Ну что ты плетешь? Сидеть уж скоро начнешь, а умом не обзавелся. Ты почему запретил ей работать? И почему рожать от совета? Зоя. Ну. Сережа, не вмешивайся, а? О, это опять тебя. Подойди. Да, Климов. Люся. Минуточку. Ты что же, думаешь, все так просто? Привез девчонку, а у нее ни дела своего, ни своих забот. Живи, принцесса, радуйся замужней спиной. Спина широкая, зарплата большая, так? Вот ты думаешь, это она от тебя уехала? Ошибаешься. От тоски она сбежала. Ты поверь мне. Уж я нажилась в гарнизонах, натосковалась. Ну ты же у нас профессор. Ну, как я вам нравлюсь? Ой! Хорош, молодой, красивый. Отец, хоть сейчас на мостик и командуй. Между прочим, если понадобится, из команды. Да, и кое-что сумеем показать вам, не обстрелянным. Поскромнее, Сереженька, они тоже кое-что умеют. Ну, пошли. Есть, товарищ штан первого ранга. Слушай, Павел, если еще раз в цивильном заявишься, за порогом оставлю ночевать и наследство лишу. Сережа, 2 баночки майонеза захватишь на обратном пути? Зоя, я же в форме, неудобно как-то. Я захвачу, мам. Куда, отец, курс держим? Или это военная тайна? У меня, Паша, никаких тайн от тебя нет. Выпьем шампанского. В честь праздника. Ну что, отец? Второй за женщин? Угу. Что с Люсей? Почему ушла? От тоски она сбежала. Помирись с ней, Паш. Пусть пока поживет в Ленинграде, а там видно будет. Я через 3 дня уеду. Отоспался, пора и честь знать. Да и лодка моя из дока выходит. Ага. Ну, ясно. Какие могут быть вопросы? Тут служба, товарищ лейтенант. Или, может быть, уже младший лейтенант, а? Узнал-таки. Матери, надеюсь, не сказал? Само собой. Еще когда в штатском увидел, сразу догадался, что-то не то. Дружки рассказали о твоих художествах. Тебе не боксом надо было заниматься, а фигурным катанием. Люся! Как говорится, легка на помине. Вот не ожидала, а, Паша? Здравствуйте, Климовы. Правда, я очень быстро собралась. Люсенька, садись. Садись, Люся. Ты прекрасно смотришься, Павлик. 100 лет тебя в штатском не видела. Ну, как служится на севере? Спасибо, нормально. Так. Капитана-лейтенанта уже получил. А ты как думаешь? До адмирала дорастешь. Поздравляю. Рад стараться.
Какой ты скучный, слова из тебя не вытянешь. Люсенька, у этого остряка еще 3 недели отпуска, а он уже на службу собрался. Пап, ты не опоздаешь? Боится, что его лодка без него уйдет. Ребятки, за вас. Ну, я пошел, меня ждут. Паша, будешь задерживаться, позвони матери. Лесенька, до свидания. До свидания, Сергей Иванович. Ты не возражаешь, если мы отсюда уйдем? Конечно. Спасибо тебе, что наши старики ничего не знают. Они очень хотят, чтобы мы с тобой помирились. Мама настаивала, чтобы я ехала на север и там разбиралась. А я никак не могла решиться. Ты сердишься, что я пришла? Да нет, я рад тебя видеть. Тебя на север из-за меня перевели? Ну почему? Я сам попросился. Мне там нравится. А я тебе еще нравлюсь? Ты прекрасно выглядишь, Люська. Наконец-то вспомнил, как меня зовут. Я ничего не забыл, Люся. Не надо, Павлик. Ты сильнее меня. Прости, я не имел в виду. Не надо. Ты озябла? Чуть-чуть. Нам куда? Где ты сейчас живешь? Там же у родителей. Тимофей жив еще? Ой, Павлик, ты его не знаешь. Он такой толстый стал, пушистый, симпатяга. Тебя проводить? Конечно. На такси? Как хочешь. У меня родители на дачу уехали. Люся, я подаю на развод. И ты не будешь возражать. Так мне и надо. С краном договорился, товарищ командир. Все в порядке. Ну что ж, после обеда начинайте погрузку. Есть. Как отдохнули, Павел Сергеевич? Благодарю, нормально. Поздравляю, товарищ капитан 3-го ранга. Спасибо. Так что, Павел Сергеевич, ситуация складывается следующим образом. Вернулся командир группы лейтенант Артемьев, поэтому я решил… Все понятно. 2 командира рулевой группы для одной лодки многовато. А Червоненко еще не ушел в запас, чтобы вы могли предложить мне место боцмана. Во-первых, Климов, вас, наверное, в детстве учили, что перебивать старших плохо. Так точно. А старших по званию тем более не положено. Виноват, товарищ капитан. Во-вторых, Климов, черт вас побери, вы сначала выслушайте, а потом лезьте в бутылку, если иначе не можете. Могу. Помощника утвердили на классы, ну, пускай учится, созрел. Вместо него назначен Бирюков. А вот командиром боевой части у меня пойдет лейтенант Климов, пока исполняющим обязанности. Есть. Так что готовьтесь к большому походу. Времени у нас в обрез. Все, будем служить дальше. Итак, будем считать, что в первой части похода мы с нашей задачей справились.
Теперь самое главное. Нам предстоит встреча с флагманом. Вернее, сначала мы должны выйти в район учений и атаковать его. Корабль охраняется. Потом встреча. Задача не из простых. Переход дальний, скрытный. Плавание в основном по счислению. От штурманов требуя особой точности. Вот здесь исходные данные. Время, место встречи. Сделайте предварительную прокладку и доложите мне к 22:00. Есть. Так, всем все ясно? Ясно. Вопросов нет? Нет, товарищ командир. Все. А что вас беспокоит, лейтенант? Ковбойская привычка. Не люблю, когда за спиной стоят. Я в этом районе еще не был. А вы не волнуйтесь, Павел Сергеевич. Главное – спокойствие. Акустик! Есть акустик. Не дремли на вахте. Горизонт чист. Ну что там у вас? Нормально, товарищ командир. Добро. Это кто ж тут у нас так сладко почивать изволит? А, Громов, ну это понятно. Не окоченели еще, Громов? Ну, товарищ командир, тепло. Тепло, говорите? Я не спал, товарищ командир. Я так и понял. Вы своим мощным телом прикрывали двигатель, чтобы он не замерз ненароком? Нет, товарищ командир, я думал. Я даже знаю о чем, Громов. О справедливости и несправедливости. Вот, мол, командир, если захочет, может поспать, сколько влезет. А он и сам не спит, и другим не дает, верно? Так точно. Не совсем точно, Громов. Вы на гражданке, кажется, трактористом работали? Работал. Ну, а во время посевной, уборочной, много ли спать приходилось? Часов 5. А кто же вам не давал? Спали вы на здоровье? Никто. Так если вовремя не посеешь или не пожнешь, зимой-то лапу сосать будешь. Ежу понятно. О, и у нас та же ситуация, Громов. Такие учения, что если в грязь шлепнемся, за год не отмоемся. Понятно? Так я, товарищ командир, если надо, могу сутки не спать. А я не сомневаюсь, Громов. Это, как вы говорите, и ежу. Товарищ командир. Спокойно. Товарищ командир, срочно прибыть в центральный. Перевести управление горизонтальными рулями в электрическую. Есть перевести рули в электрическую. Стоп, третий. Есть стоп, третий. Бортовые моторы средний назад. Есть бортовые средний назад. Рули в электрическую не управляются. Остановлен третий. Работает бортовые средний назад. Кормовые рули заклинило. 20 градусов на погружение. Пузырь в нос. Есть пузырь в нос. Стоп, бортовые. Есть Третий стоп, малый бортовые. вперед. Есть третий малый вперед. Медленно снимать пузырь. Есть медленно снимать пузырь. Командиру БЧ-5. Удифферентовать корабль. Есть удифферентовать корабль. Перегонять из носа в корму. Акустик, доложить обстановку. Горизонт чист. Всплываем. Ну что, мореплаватели, как дальше рулить будем? Я думаю, в день в кормовой надстройке. А что думает боцман? Наверняка тяга отдалась в ползуне, товарищ командир. Фу. Значит так, выходим в кормовую надстройку. Задача – найти и ликвидировать неисправность. И при этом не обнаружить себя, иначе всему, походу, грош цена. В кормовую надстройку пойдут двое, боцман и… Товарищ командир, решите я с Драновым. А я уже не нужен? Это я обязан, товарищ командир. Я по уставу. Боцман, обеспечь все необходимое. В кормовую настройку пойдут лейтенант Климов и старшина 2-й статьи Дранов. Есть. Так, на страховке помощник и боцман. Все, пошли. Есть. Почему, лейтенант? Мое это делаете. Вода 5 градусов, Николай Максимович. Вы уж продумайте все. Павел Сергеевич, мне нужны кормовые рули. Они
не доказательство вашей смелости. Все будет в порядке. Разрешаю выход на настройку. Погодка, ты ее в качель. Да, хоть в этом повезло. Скрытность нам обеспечивает. Ну что там? Снаружи вроде все в порядке, товарищ лейтенант. Нужно крышку кожуха снимать. Просит добро снять крышку кожуха. Даю добро. Здравствуйте. Добрый день. Мне нужна Люся, жена Павла. А Люся здесь уже давно не живет. Что вы говорите? Совсем? Совсем. А вы Сергей Иванович? Угадали. Прошу, заходите. Да нет, я мимо проходила, вот и решила рассказать. У Павла все в порядке. Просто они сейчас в море. Я вчера маме звонила, она сказала, что все хорошо. Вот. Вы все-таки зайдите, прошу. Простите, а вы, собственно, кто? А я разве не сказала? Вот смешно. Мои родители и ваш Павел Сергеевич, соседи, они на одной лодке служат. Я вчера маме звонила. И мама сказала, что все в порядке. Да. Зоенька, у нас гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вы раздевайтесь. Проходите, пожалуйста, чаю с нами выпейте. Да нет, я на минуточку. Меня девочки внизу ждут. Да и сессия на носу. Я мимо проходила, вот и решила сказать. У Павла все в порядке, вы не беспокойтесь. Извините, очень спешу. До свидания. До свидания. До свидания. Вон острекотала. А что я тебе говорил? Хорошо нынче плавать, далеко уходят. По-настоящему. Им там не до писем. Это кто? Не представилась. Да имя-то ее хоть как? Откуда я знаю? Говорит, что родители ее соседи. Чьи соседи, Сережа? Павла. Слушай, а что, если Павел развелся с Людмилой из-за нее? Ты удивительный человек, Сереженька. Павел с Людмилой где жили? А девочка с севера. Подумай, как следует. В Пашкины дела я больше не вмешиваюсь. Он уже не мальчишка. Пусть решает сам. Там. Может, им замену пора? Давай, меняемся. Добро! Добро, сейчас! Черт, по пальцам мне. Ничего, товарищ лейтенант. Тесноват тут. Мостик, слева 45 сигнал самолетный РЛС. Силой 2 балла. Этого нам только не хватало. А, одно к одному. Что, Гена, что? Да ногу! Ползунов! Сейчас! Ух! Давай, вылезай, ползи в руку! Да время же уйдет, товарищ лейтенант! Там же только закрепить осталось! В руки-то у меня в порядке, помогите! Ну ладно, где ключ? А здесь, вот, здесь! Ну-ка, вдарь кувалдой! Сейчас! Запроси, как у них дела! Ну что, Гена, идти можешь? Не получается, товарищ лейтенант! Ничего, ползти будем. Мы же с тобой молодцы. Все в порядке, возвращаются, товарищ командир. Добро, помогите им и все вниз! Как дела? Лежи, лежи, грейся. У Дранова тоже все в порядке. Доктор возле него крутится. Говорит, перелома нет. Но шибануло прилично.
Но ничего, отлежится. А тебе, Павел Сергеевич, мое огромное командирское спасибо. А за что, знаешь? Угу, знаю. Ну нет, ошибаешься, не за то. Не за то, что аварию ликвидировали. Ну, какие бы вы были моряки, если бы с работой своей не справились. А вот за то, что сам не утоп и матроса не угробил. Вас у меня вон сколько. Я за всех ответственен. За всех до единого. Я вас как бы в долг взял. У матерей, невест, у жен. И обязан всех вернуть. Всех до одного. Понимаешь? Понимаю. Вот за это и спасибо. Ну, а теперь, Павел Сергеевич, давайте подумаем, как компенсировать потерянное на ремонте время, успеть в район и выполнить боевую задачу. А для скорости выходим в этот район. Так. И используем попутное течение. Логично, старик. Мы же с тобой не курсанты. Нормально. 4-й проверил, товарищ лейтенант. Проверьте 6-й. Есть. Ну, штурман, решай. Тебе и карты в руки. Теоретически вроде все верно. Андрей Николаевич, зайди-ка. Сменив курс, мы тем самым окончательно запутали супостата. Теперь, используя течение, о котором нам доложил Климов, мы сможем нагнать потерянное время. Ну что, давай рискнем? Победители не судят. Авиации произвести поиск подводной лодки в квадрате 15. Выставить гидроакустический барьер. ГКП, штурманская. Товарищ командир, вошли в район поиска подводных лодок. Боевая тревога! Боевая тревога! Обнаружены надводные корабли южных. Ракетным катерам уничтожить цели. По времени вот-вот должны войти в район. Как, штурман? Не снесло нас? Все нормально. По моим расчетам выходим точно. Центральный! Слева от рейса слышу шум винтов. Есть акустик. Классифицировать цель. Товарищ командир, это флагман! Я его шумы на зубок знаю! Спокойно, акустик, без эмоций. Там могут быть корабли охранения. Атакуем флагмана! Товарищ командир, справа 20, слева 15 корабли охранения. Добро! Боевая тревога, торпедная атака! Товарищ командир, слева 20, шум торпеды. Идет на нас. Обе машины вперед, полный. Курс 275. Есть! Обе машины вперед, полный. Теперь пусть попробует уклониться. Поздно. Ну вот, мы свое дело сделали.
Посмотрим теперь, что противолодочники. Корабль охранения начал атаку подводной лодки. Товарищ адмирал, корабль охранения поднял сигнал. Атакован подводной лодкой, получил пробоину, выхожу из игры. Добро. Ну, Степанов, зацепил все-таки. Слушайте, он же свой летний маневр повторил. Только тогда он не стал охранение атаковать. Просто запутал его. Примеривался. Репетировал. Я рад, что мы не ошиблись в вас, лейтенант. Придется удовлетворить вашу просьбу, Евгений Васильевич. Назначаю лейтенанта Климова командиром БЧ. Без всяких там ИО. Спасибо. Просьба, будут вопросы? Никак нет, товарищ контр-адмирал. Вопросов, просьб не имею. У меня вопрос, товарищ контр-адмирал, разрешите? Слушаю. Кто после вас будет соединением командовать лет через 15? Ну, об этом не стоит беспокоиться. Свято место пусто не бывает. Ну, тогда все в порядке. А я уж грешным делом подумал, не придется ли моему штурману принимать соединение. А то, если он еще год в лейтенантах проходит, может, ко времени на уровень и не выйти. Да. С лейтенантскими погонами адмиральскую должность могут и не назначить. Могут. А вы действительно в адмиралы собрались? А почему бы и нет, собрался? Хорошо, Климов. О вашем адмиральском будущем я обещаю подумать. Товарищ контр-адмирал, команда лодки построена. Находясь за тысячи миль от нашей земли, вдали от родных и друзей, каждый из нас хотел бы быть там, дома, в кругу своей семьи. А мы запираем себя в стальные отсеки, уходим от солнца и звезд, от жен и детей. Чем мы можем гордиться? Тем, что умеем метко стрелять торпедами? Уходить из-под ударов противолодочников? Нет. Это наше умение определяет лишь то, как мы освоили дело. А главное, во имя чего мы здесь, чем действительно можем гордиться. Мы охраняем нашу советскую родину. Мы защищаем мир. Счастливого плавания, земляки! До встречи на родной земле! Благодарю за службу, товарищи!